Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня, и у нас сегодня прямо королевский ужин из самых простых продуктов. Посмотрите, какая красота! Ух ты! Да, но это еще не все. Интересный гарнир, сухой борщ. Ну ты умница у меня! Ставьте лайки и начнем. Все очень просто. А заодно и поделюсь полезным советом, как хорошо почистить мойку, если она у вас белая. Небольшой стаканчик фасоли, граммов 150. Высыпаю в мисочку и заливаю холодной водой. Нужно, чтобы она постояла и набухла. Сегодня приготовлю вкусный гарнир из свеклы и фасоли. Вкусно, полезно и так просто. Все, пусть фасолечка стоит, немножко набухнет. Фасоль за ночь набухла, сливаю воду. Высыпаю в кастрюлю, заливаю холодной водой, зажигаю огонь, немного подсолю. Прикрою крышкой, чтобы быстрее было. Пусть себе здесь варится, практически до готовности. Сразу же можно замариновать и курочку. У меня красивые 2 филешечки. Я немножко ее разверну. У меня здесь малое филе. Подрезаю ножом. Вот так хочу, чтобы было. О, красота! Из специй буду использовать только адыгейскую соль. Здесь и чесночок, и кориандр. Ссылочку, конечно же, оставлю в описании. С одной стороны и с другой стороны. Со второй то же самое. Перекладываю на тарелку и оставляю прямо на столе. Пусть маринуется. Проверяем, что наша фасоль здесь. Оп. Так как мы ее замочили, еще и сорт у меня хороший, я вижу, что она практически готова. Пусть она доваривается, а я рядышком сковородку на огонь. 1-2 столовые ложки растительного масла. Пусть греется. Сейчас, друзья, приготовим вкусный гарнир к мясу. Лук нарезаю на кубик и сразу же, ничего не жду, выкладываю в сковороду. Немножко соли, я так люблю. Перемешиваю и обжариваю до мягкости. Следом пойдет сладкий перец. Ух, какой, хоть и осенний, а еще такой ароматный. Еще один красненький. Побольше перца. Да, бурячок с перцем очень вкусно. Слежу за луком. Время от времени его перемешиваю. Я сегодня прям так смело лука накрошила. Любительница. А пока есть время, Сережка и свеклу натрет. Конечно. Чтобы мои руки остались чистыми. Всю грязную работу в нашей семье делает муж. Как ловко у тебя получается. Ух ты! Ля-ля, ля-ля, тополя мы с тобой, Сережка. Когда лук стал прозрачным, даже немножко подрумянился, добавляю перец. Ой, перемешиваю. Обжариваю 2-3 минутки. Что здесь наша фасолечка? Ух ты! Класс! Она уже приготовилась. Что я сделаю? Накрою крышкой, выключу нагрев и отставлю в сторонку, пусть отдохнет. Овощи. Овощи поджарились, и в этот момент могу добавить капусту. У меня квашеная, можно заменить и на сырую. Ой, поверьте, будет очень вкусно. Перемешиваю и также прогреваю все вместе несколько минут. Нагрев под сковородой максимальный. Ух, уже вкусно! Но еще не все, впереди самое интересное. Класс, капуста даже поджариваться начала. И в этот момент можно смело добавлять свеклу. Сюда же немного томатной пасты, примерно столовую ложку. Щепоточку сахара. Соль по вкусу. Без фанатизма, у нас там квашеная капуста. Все хорошо перемешиваем. Ой, как запахло. Ух. Когда хорошо перемешала, накрываю крышкой. Делаю нагрев чуть ниже и тушу 10-15 минут. А я пока с фасоли солью жидкость. На ситечко. И немножечко ее ополосну теплой водичкой. На тарелку пусть стекает лишняя жидкость. Время от времени наш сухой борщ, мы его так называем, нужно перемешивать. Ух ты! Хочу сказать, вам пахнет просто класс. Уже практически готово. Еще каких-то 10 минут. Накрываю крышкой и переставляю на другую конфорочку.
А сюда сковородку на огонь. Любую, не обязательно гриль. Любая, какая есть. Немного растительного масла. Сюда же сливочное. Пусть греется. Сегодня, друзья, мне хочется именно вкусного куриного жареного филе. Покажу, как я это делаю. 7 минут и готово. Надо распределить жирок по всей сковороде. И хорошо ее нагреть. Прямо хорошо-хорошо. И также добавлю одну веточку розмарина. У меня прямо в горшке растет, друзья. Такой ароматный, класс. К мясу, я думаю, идеально будет. И уже можно бросить наш розмаринчик. Пусть отдыхает. Можно даже добавить зубочек чесночка, который я возьму и раздавлю. Все, сюда же. Пусть напитывает масло ароматами. Вкусно сейчас будет. Ой. И когда сковорода нагрелась, выкладываю куриное филе. Так, чтобы у меня поместилось сразу 2. Поместим. О. Все. И обжариваю 5 минут с одной стороны. Как вкусно пахнет. Давай посмотрим, что у нас здесь. Ух. Здесь у нас тоже все вкусно пахнет. Все вкусно тушится. Еще немножечко. Все будет своевременно, друзья. Все будет своевременно. Через 7 минут курицу нужно перевернуть. Красота. Тра-та-та. Да, ароматно, вкусно. И можно сверху еще немножко сливочного масла, чтобы сочнее было. Даже эти палочки я бы вот так вот их. Вот так бы их. И чесночок. Друзья, это просто песня. Шедевр. Шедевр. Смотрим сюда теперь. Опа. На этом этапе добавляю фасоль. Снова перемешиваю. Никогда бы не подумала, что свекла и фасоль такое вкусное сочетание. Пикантность придает квашеная капуста. Это вообще класс. Черный молотый перчик. По вкусу. Да, по вкусу. Я сюда люблю так, щедро прям. 2 небольших лавровых листа. Накрываю крышкой, еще тушу 5 минут. Через 7 минут курицу накрываю крышкой. Не важно, что она у меня круглая. Выключаю нагрев и даю немножко отдохнуть. И посмотрим сюда. Здесь тоже можно перемешать. Вот это у нас сегодня с тобой, Сережка, королевский ужин. Накрываю крышкой, выключаю нагрев и тоже даю отдохнуть. Через 10-15 минут на нашем столе будет самая вкусная еда. Сережка, да не томи, уже есть хочется, пахнет все так вкусно, а как выглядит красиво. Подаем. Тебе счастье мое побольше кусочек курочки. Посмотрите, какая классная. Оп. Вообще шикарно. Кусок мяса, да? Все, как ты любишь сегодня. И, конечно же, сухой борщ. Перемешаем и в тарелку. Побольше. Почему не говоришь овощей побольше? Конечно, побольше. Но я мясо хочу. Вот, друзья. Я даже не знаю, как на словах описать, насколько это вкусно. Я сама была удивлена этим рецептом. Поэтому готовьте с удовольствием, пробуйте, экспериментируйте и делитесь с нами своими рецептами. Я же хочу попробовать прямо при вас. Начну с овощей. Класс. Немножко аль денте осталось, но мы так любим. Ну а сейчас курочка. Ой, посмотрите, какая она сочная. Сочная, мягкая. Ой, класс. Оно? Во. Серега, это прям ням-ням-ням. Будешь ты меня сегодня хвалить. И не только хвалить. Так и будет. Всем приятного аппетита, мирного неба, вкусной еды, мудрой жены. И благодарных мужей. А закусим мы с тобой, Сережка, вот таким вот вкусным горячим молочным пирогом. Вчера половину съели. Как пить дать съели. А теперь мойка. А я, хозяюшки, хочу поделиться с вами полезным советом, который узнала из комментариев. Благодарю ту женщину, что мне подсказала. У меня вот такая вот белая керамическая раковина. И со временем она начала терять свой цвет, и я думала, что все, это уже от старости. А нет. Берем доместос или утенок, что-нибудь для унитаза.
И что мы делаем? Берем и поливаем. Я не поверила своим глазам, когда проверила этот совет. Сюда, конечно же, сюда. У меня здесь такие вот подтеки. Сереж, покажи, чтобы... Я же хочу, чтобы этот... Сюда. У меня здесь тоже такие вот застарелые пятна. Поливаю. Буквально 2 столовые ложки, друзья. Этот закроем. Беру какую-то губку или тряпочку. Все хорошо натираю. Даже не натираю, а просто распределяю. И краник этот. Просто беру и распределяю. И с этой стороны. Даже можно эту штуковину тоже взять и натереть. Здесь известковый налет у меня. И вот эту туда, и вот эту туда. И эту. Ну давай и эту. Ой, даже эту тоже можно тирануть. Аккуратно. Можно, конечно же, одеть перчатки. Я это делаю аккуратно, я не дотрагиваюсь. Все. Оставляем все в таком виде на 10-15 минут. И будут чудеса. Одеваем рукавички. Прошло 15 минут. Снова безопасность прежде всего. И смотрим, что у нас здесь. Я думаю, уже видно, что здесь все по красоте. Снова прохожусь губкой. Кстати, эту тоже хорошо вычистила. Ой, сережка как новая. А это тоже, посмотрите, как новая. Весь известковый налет тоже отъела. Можно так сказать? Можно, можно. Все отъела, все новое, все чистое и здесь. Класс, посмотрите. Песня. Она в магазине такая красивая не была. Все, осталось это все хорошо помыть под проточной водой. Давай сначала сюда начну. Ну, красота прям. Я благодарю ту женщину, которая поделилась этим советом. Я сразу так скептически отнеслась. Я ей так и написала, что у меня уже старая мойка, ей не поможет ничего. Так что беру свои слова обратно. Народная мудрость. Век живи и век учись. Все. Сереж, покажи эту сторону. Я прям не могу. Каждый раз, когда вот мою таким способом раковину, не могу нарадоваться. Посмотрите, все чистенькое, все класс. Блестит прям. Ну, прям блестит. И штучка эта. Прям как новая. Сейчас эту еще покажу вам. Она тоже у нас уже не сильно новая. Что ты мне раньше не сказала? Я ее тут драил один раз было. Сережка, я видела, что ты мучился и просто не подумала. Поэтому надо думать. Золотое правило успеха, надо думать. О, смотри, как новая. Реально Все красивая, отъела. белая. Все отъела, все по красоте. О, можно это уже открывать. Ну, посмотрите, какая красота. Ну, чистая мойка. И штучки эти прекрасно поотмывались. И даже вот эта штучка, я думаю, вы понимаете, хозяюшки, о чем я, если у вас стоит вот такая вот сушилка. И когда мы ленимся доставать ее мыть, там иногда что-то происходит. Хорошо, что у меня муж за этим следит. Ставьте лайки, друзья, давайте поблагодарим эту женщину вместе. Жаль, не знаю имени. Так что я забираю свои слова обратно. Реально полезный совет. Посмотрите. Все чистенько, все красиво. Прям вообще. И в таком состоянии она держится довольно-таки долго. 2 недели точно.